Всем привет! Сегодня оформляю второй разворот сладкой книги. В вальсе цветов среди зеленых завитушек елочных веток размещу несколько коробочек, напоминающих игрушки. Будут видны разноцветные конфеты от сказочной феи Дрожже. Хочу сделать подобие домика в синих тонах. Выбираю голубой цвет за основу. Размеры домика указаны вот здесь. Отступы на подгибы: справа 1 см, 1,5 см, слева 1 и 1,5. Вверх надо поделить пополам и от центральной точки провести перпендикуляр, чтобы построить треугольник, который будет служить крышей. Вот что должно получиться после сгибов краев. Теперь вырезаю окошко. Беру плотную пленку, и мне нужно из нее получить квадрат, чуть больше окна самого домика. Прозрачным скотчем закрепляю с 4 сторон эту пленку к внутренней части домика. Отступив от краев голубого цвета, я хочу добавить синий. Бумага с рисунком ночных цветов. Приклеиваю, выравнивая края. С крышей проделываю то же самое. И теперь собираю саму коробочку. Размещаю ее справа, внизу. Разглаживаю сгибы, чтобы они ни за что не цеплялись. Клапан в виде крыши не трогаю. Доступ внутрь коробочки должен быть свободный. Небольшую полоску бумаги, что и сам фон страницы, размещаю таким образом, чтобы он прикрывал кончик крыши. Так она будет зафиксирована. И декорирую это место бантиком. Внутри коробочки можно поместить либо сладости, либо маленькие игрушки. Как сделать игрушку в виде шара? Из бумаги другой коллекции вырезаю круг с окном и выбираю место, где его расположить. Таким же способом закрепляю прозрачную пленку с обратной стороны круга с помощью прозрачного скотча. Из синей бумаги, такого же цвета, как и сам домик, вырезаю длинную полоску с отступом по краям по 1 см. Ширина полоски, которая нам нужна, 1,5 см. Сгибаю по полученным линиям и ножницами делаю равномерные надрезы по всей длине обоих сгибов. Определяю длину полоски. Ее концы не должны сходиться. Мне нужно оставить некоторое расстояние между ними. Делаю еще одну круглую деталь такого же размера. Это будет задняя сторона игрушки. Тонирую края и начинаю собирать детали, приклеивая к сгибам. Сначала одну деталь, подтягиваю и выравниваю края, чтобы они не торчали. И вторую деталь. Остается вот такой зазор. После заполнения коробочки этот зазор прикроет небольшая полоски бумаги, которую легко можно будет отклеить. И потом делаю крепеж. Все держится. В домик я положила мармелад в прозрачном пакете.
На другой странице будет игрушка в виде сосульки. Собрала ее так же, как и круглую. И нахожу место ее расположения. Крепиться она будет аналогичным способом, как и круглая. Так как фигура длинная и ходит из стороны в сторону, нижнюю часть нужно укрепить в виде вот такой детали. Приклеиваю ее. И декорирую ее рождественским цветком. При закрывании разворота детали друг другу не мешают. В этой части страницы есть место для конфет. Они мне понравились тем, что их концы похожи на новогодние красные колпачки каких-то гномиков. Эти конфеты будут находиться в кармане. Его размеры 8 на 5 плюс подгибы со всех 3 сторон. Толщина этого кармана равна толщине домика. Я выбрала бумагу, которая поддержит цвет конфет и сделает немного ярче сам разворот. Эти фигуры я объединю между собой полоской бумаги синего цвета. Нашла картинку вот таким милым оленем, сделала вырубку, и она очень хорошо подходит сюда. В этой части страницы объема быть не должно, потому что при закрывании будет мешать сосулька. Поэтому я решила разместить здесь чайные пакетики. Посмотрите, как они прекрасно сюда вписываются. Для них сделаю кармашки. А кармашки приклею к странице. Размеры кармана указываю на экране. В углах основного горизонтального сгиба срезаю лишнее. Верхние крылышки подгибаю внутрь. Карман сгибаю пополам. После того, как обозначу контур, подворачиваю нижние крылышки и приклеиваю их к задней стороне кармана. Таким образом они правильно обхватят деталь, и карман будет плоским. Мне нужно 3 таких кармана, которые я приклею внахлёст. Все готово. Посмотрите, страничка обрела блеск и заиграла.
Добавлю немного золота. А на открытую часть нижнего кармана добавлю надпись. Из 3 листов бумаги, которые были мной использованы для оформления этой страницы, я составила контрастное наложение цвета для очередной книжки, которая не только закроет пустоту, но и сбалансирует все цвета на целом развороте. В орнаменте бумаги я слышу знаменитый вальс цветов. Поэтому книжку я расположила немножко под углом, чтобы придать всему развороту немного динамики.